Всем привет-привет! Рада вас видеть! Сегодня я буду рассказывать вам о поездке нашей на термальные источники в отель Сарайхан, который находится в поселочке Чифтыхан, провинция Нигде. Но это по-русски произношение, по-турецки это будет Нигде. Что хочу сказать. Отдых в отеле нам очень понравился. Было здорово, не буду спорить. Отель оказался чистенький, комфортный, теплый, что, кстати, важно было, в горах было очень холодно. Были, конечно, свои маленькие недочеты, но это, в принципе, терпимо, как говорится. Пожалуйста, обязательно досмотрите до конца, потому что как раз в конце я расскажу про то, сколько стоила эта поездка, как можно туда доехать, как можно оттуда уехать, какие были нюансы с приобретением билетов и так далее. Расскажу, сколько стоил отель в видео, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Мы взяли номер 2+1, это наша гостиная. Давайте начнем с спален, наверное. Вот здесь такая прихожая. Это номер 1 комната. Ну вот здесь вот шкафчик, 2 кровати. 2 кровати. Батарея. Ну и трюмо. Ну и пошли дальше смотреть. Здесь у нас душевая кабина для одной комнаты. Что хочу заметить, мне прям очень нравится. Здесь чистенько. Я удивлена. Прям даже очень чистенько. Вот сейчас засниму для вас специально. Это такое больное место во многих турецких отелях. Вот здесь вот. Здесь бывают всякие волосы и так далее. Но здесь прям чисто. Очень здорово, конечно. Так, пошли дальше. Вот здесь есть кухонька. Здесь есть микроволновка, холодильник, чайник. Ну, то есть, в принципе, все, что нужно. Так, графин со стаканчиками. Тарелочки, сковородка. Так, ну-ка. Посмотрим, что здесь есть. Вот плиточка есть на 2 конфорки. Так, ложки, вилки в очень достаточном количестве, я бы сказала. Так, здесь у нас кофеварка, чашечки. Ой, здесь есть и терка, и кастрюли. Бог мой. Да здесь все есть. Мусорное ведро. Что у нас там? Ага, сушилочка. Так, а здесь у нас что? А здесь у нас пока пустенько. Ой, здесь тоже есть. Даже дуршлаг есть. Блин, ну все, что нужно для жизни, называется. Так, сейчас здесь есть. Здесь телевизор. Здесь диван. Ну-ка, пошлите посмотрим, что у нас там на балконе. Вау. Балкон у нас, конечно, огроменский. Так. Здесь хотела для вас снять вид из окна. Вид из окна прикольный. Горы, горы. Не знаю, видно ли вам. Здесь уже солнце заливает. Так. Перехожу в следующую комнату. С балкона, получается, в комнату. Так, вот она я в зеркале отражаюсь. Здесь кровать уже совмещенная, сдвоенная. Здесь тоже большой вместительный шкаф. Так, вот здесь вот вторая ванная комната. Так. Ух ты. Здесь ванна. Та-да-да-да. А вот и обещанный кранчик с минеральной водой. Будем принимать минеральные ванны прямо в номере. Ну, слушайте. Очень-очень-очень достойный номер. Что я хочу сказать.
А самое главное, здесь горы, здесь, когда приезжаешь, достаточно прохладно, прям хорошо так прохладно. Наверное, градусов на 10 холоднее, чем в Мерсине. И при этом в номере очень тепло, прямо жарко, можно сказать. Ну, начало положено, классно. Дальше будем снимать экскурсию по отелю. Дорога от номера. Три лифта в этой половине. Вот как выглядит серединка отеля. Это под стеклянной крышей зона бассейнов термальных. Вот. Лифты со стеклом прозрачным. Сейчас мы попробуем спуститься и снять зону бассейнов, если она открыта. Вообще она открывается с 10 до 12 и с 2 до 4 дня. Именно где аквапарк. Ну, посмотрим. Находится зона бассейнов на первом этаже. Мы идем через скрытую анфиладу в зону бассейнов. Вот посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. Как выглядят открытые бассейны. Я попытаюсь все-таки выйти на улицу и поснимать, потому что сейчас бассейны на открытом воздухе закрыты. Ну, естественно, холодно. Сегодня на улице днем только 13 градусов, а ночью было 5. Здесь достаточно, кстати, прохладно. Горы же это и понятно. Здесь чувствуется осень, хорошая такая осень. Посмотрите, как деревья шатаются в окно, если увидите. Сегодня ветрище такой хороший прямо. И на верхнюю гору посмотрите, там уже выпал снег. Блин, классно вообще. Причем снег выпал, я вот не заметила, по-моему, позавчера, когда мы приехали, снега не было. А сегодня уже есть снег. Ну это и понятно, вчера лил дождь, и было очень холодно на улице. В целом, не только бассейны хочу поснимать вам, а территорию отеля. Так, по крытому переходу идешь в другое здание, где как раз-таки находятся бассейны. Здесь мини такая игровая комната, о которой я говорила. С детьми постарше можно поиграть на столке. Есть массажное кресло. Есть груша. Есть вот такая вот, не знаю, мини-баскетбол, что ли. Так, переходим дальше по переходу. Вот, кстати, посмотрите. Здесь очень-очень-очень много всего строится. Я так понимаю, место популярное. Вчера в отель заехало очень много народу. Весь ресторан практически был полон. С таким наплывом, конечно, тяжело в ресторане. Ой, как сказать, пробиться к еде. Сейчас мы перешли в другое здание, можно сказать. Вот что я вам хочу показать. Та вещь, которую любят мои дети. Так, это у нас что? Это у нас фитнес-комната. Так, а где у нас здесь свет? Свет не знаю где. Ну, факт в том, что здесь есть беговые дорожки 2. Что у нас там еще есть? Ну, здесь какие-то вот такие вот. И вот эти вот тренажеры мне напоминают тренажерный зал в Астане. Здесь есть вот такой какой-то щиток. Не щиток, что это, не знаю. Врать не буду.
В этой части расположены всякие интересности. Пойдемте дальше. Видите, здесь уже хотят разукрашивать. То есть они хотят вход в игровую сделать более красочным. И это здорово. Так, вот здесь кинотеатр 8D. А дальше уже игровой вход. Посмотрите, здесь сиденье для родителей. Ну, это, как всегда, доблестные местные жители, мусор оставили. Ух. Ну да ладно, видимо, уберут сегодня. На этом коврике оставляешь обувь, и дети заходят без обуви. Вот что есть в игровой. Такая своеобразная крутилка. Причем очень приличная игровая. Детей будет чем занять. Вот так. Здесь такой бассейн с сухой бассейн с шариками. Там горочки вон есть. Такая стандартная достаточно история. Так, что у нас здесь есть? Ага, здесь есть такая штучка, на которой кататься, видимо, можно. Да. Ну, в общем, детям моим здесь нравится. Каждый день сюда ходим. Опять стульчики для родителей. Ну и пошли дальше, посмотрим, интересно, что здесь есть интересного. Вот это место меня привлекло. Мне стало так интересно. Ох, солнце заливает с окна. Классно. Посмотрите, это мангальницы. Я так подозреваю, что здесь в сезон устанавливают стулья, устанавливают угли, туда ложат, и люди, кто хочет, может делать мангал. Причем их достаточно много, я вам скажу. 12 столов мангальных. Дальше уже идут подсобные помещения. Это холодильник, холодильная витрина. И вот там уже подсобное помещение. Здесь есть еще один момент, который мне нужно вам показать. Здесь ресторан. Ну, к сожалению, там свет выключен. Я вам тут отрывочек включу. Чем здесь развлекает в этом втором ресторане посетителей. Приезжал певец. Толпа пенсионеров громко ему хлопала. Видимо, он пел песни их, скажем так, молодости. Вот такой достаточно большой ресторан. Вот там вот сцена. Ну, вот так вот это выглядит. Так, здесь у нас что? Ага. Здесь у нас какая-то подсобка. Интересно. Это второй ресторан. В основном ресторане люди кушают. Я попробую снять и там. Мне немножко неудобно, знаете, из-за чего? Обычно как бы у меня проблем с этим не возникает. Кстати, вот здесь, естественно, есть туалет. Везде есть туалет. Проблем обычно у меня не возникает с этим, но в ресторане есть один дядечка. Я так понимаю, он администратор ресторана. Очень сердитый и очень не желающий, чтобы люди не только снимали, но и съели лишнего. Правда, вчера, конечно, у него уже сердитость поубавилась, когда он не ожидал такого наплыва народу. Ну, в общем, единственный минус ресторан. Здесь я бы сказала, что это ресторан. Вот честно, ребят. Почему? Потому что, как и в любом общепите, здесь, скажем так, на троечку тянет реально. Все в этом отеле отлично, на 5.
Но вот ресторанчик подкачал. Так, сейчас мы спускаемся в зону бассейна. Я надеюсь, меня отсюда не попрут. Это какой-то технический этаж. Вообще, наверное, как-то можно технично снимать и бассейны. Но в этот раз у меня было 2 попытки, и обе попытки мне пресекли, скажем так. О, блин, здесь классный дядечка меня запустил поснимать, пока никого нет. Я очень правильно сделала, что пришла снимать, пока все спят. Так, вот здесь вот горки. Сегодня мы эти горочки опробуем. Дети что-то у меня испугались, но мы все-таки попробуем. Они еще все-таки маленькие очень. Немножко трусят. Вот здесь вот есть для совсем малышней бассейн. Это для постарше, для взрослых, я так понимаю. И вот там тоже есть очень маленький бассейн. Сейчас посмотрим, что здесь такое творится. Ага. И здесь вообще лягушатник. Здесь есть душ. В общем и целом это выглядит вот так. Там мужская раздевалка, а здесь женская. Ну, все супер. Вот здесь есть такие душевые. Çok teşekkür ederim. Вот я вам и показала зону бассейна. Ну что, здесь раз. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже душевая. Так, а здесь у нас... А здесь у нас кабины для переодевания. А здесь у нас что? Шкафчики. Зону термалок, я надеюсь, удастся поснимать. Ну, не удастся так. Что-нибудь придумаем. А вот и зона термалки. Сейчас пока никого нет. Видимо, все кушают. Вон там есть. Можно купить напитки, мочалки. Здесь одежду, шлепки, купальник. Вот здесь массажные кабинеты, туалеты. И вот. Вот, кстати, кто хотел кабинет озонотерапии. Это женская часть. Это мужская часть. Это соляная комната. Вид изнутри. Часть. Это лифты. Вот я вышла с лифта, пришла в лобби. Ну, это, естественно, ВД. Так, вот здесь вот есть витринка со сладостями. И бар, который обслуживает столики в лобби. Здесь есть телевизор. Вот такие вот столики. Теперь мы зайдем с другой стороны, посмотрим. Здесь также туалеты. Ага. Здесь тоже такой классный лобби. Сейчас пока свет не включен. Вот здесь вот прожектор и оборудование к нему. Здесь такие мягкие столики.
очень удобный. Я, к сожалению, забыла, горе-блогер, забыла с собой штатив взять. Так что, наверное, не получится снять здесь в лобби. Вот, это офис продаж. Это вот, собственно, выход, крутящаяся дверь. Здесь у нас ресепшн. Очень милые девчонки сидят. И вот мы выходим, получается, из здания. Есть, в принципе, две двери. Ох, как здесь ярко сегодня. И вот я кратенько так обзорчик по зданию завершу. Вот так вот здесь подъезд, там парковочка. Вон там парковочка, заезжаешь. Вы видели, когда мы шли через скрытый переход, часть этой парковки. Ох, сегодня солнышко такое яркое. Засветится, наверное. Вот так вот выходишь с основных ворот. Хочешь, поднимись в горы. Мы, кстати, поднялись. Теперь немного про отель. Смотрите, мы ездили на 5 ночей 6 дней. У нас было 3 взрослых человек и 2 детей. В среднем у нас вышло 5400 лир за все это время на 3 взрослых и 2 детей. Брали мы на основе полупансиона. Это значит, завтрак включен и ужин включен. В принципе, для взрослых это более чем достаточно. Ну, для детей, конечно, мне приходилось готовить, потому что дети не могут с утра до вечера ходить голодные. Если вы привыкли к 3-разовому питанию, не переживайте. На территории отеля есть маркет. Как раз он находится там, где переход в бассейн идет, и Хамангали. Там продаются фрукты, какие-то снеки, можно даже крупы купить, но немного совсем. Ну и напитки, естественно. То есть голодными вы не останетесь. В любом случае есть доставка еды. Там есть несколько кафешек совсем недалеко от отеля. Помимо этого, можно спуститься вниз в сам Чифтыхан поселок в Чарше. Если вы пойдете по длинной дороге, это будет около километра, если по короткой, то 550 метров. Но сразу предупреждаю, короткая дорога, она очень крутая, вверх идет. У кого, например, проблемы с коленями или сердцем, она займет путь подольше. В Чарше есть рынок, где продаются домашний виноград, домашние яблоки. Виноград, кстати, очень вкусный домашний. Кроме того, там есть сетевой магазин А101. И помимо этого есть маркеты, есть пекарни. Ну, то есть с едой вообще никаких проблем возникнуть не должно. Например, в отеле, в принципе, можно купить все, что вы забыли дома. Как то сланцы, шапочки для бассейна, мочалки пилинговые, ну и так далее. Все, что нужно, то есть для водных процедур, можно приобрести там. Спустились мы, значит, с отеля в поселочек Чифтыхан сам. И здесь, в принципе, полным-полно недорогих, скажем так, заменителей отеля этого Сарайхан для неспешного отдыха. Правда, к сожалению, я не знаю, есть ли тут доступ к источникам у них. Надо будет зайти и спросить. Здесь есть А101, как видели вы, есть почта. Очень атмосферный такой поселочек. В целом такое приятное местечко для осеннего отдыха. Возможно, и для весеннего. Но сейчас, когда такой холодный воздух,
прохладный, скажем так. Кстати, в Мерсине сейчас 25, а здесь 15 градусов, на 10 градусов холоднее. Но в целом, когда ты скучаешь по прохладе, когда ты с более прохладного места приехал, наступает такой момент, когда ты скучиваешься просто, если так можно сказать, по прохладе. И вот это хорошая такая альтернатива. Вау, местечко супер. Так и хочется, как у Льюиса Кэрролла в кроличью нору Алиса заходит и проваливается. Чувствуешь себя Алисой в стране чудес. И снова выходишь на милую улочку. Очень атмосферно. Вот так выглядит чарши местный. Здесь можно купить продукты, мелочи всякие. Здесь, кстати, вот есть школа даже. А вообще здесь столько зелени, так прикольно. Здесь очень много интересных растительностей. Вот посмотрите. Здесь растет шиповник. Вот он. А эти ягодки очень похожи на облепиху. Так интересно было бы посмотреть, действительно ли это облепиха или что. Но он не очень похож, конечно. По запаху нет, совершенно не облепиха. Я не очень сильна в растительности. Здесь также растут кедры. Вот это вход на железнодорожные пути. То есть здесь недалеко, вот сейчас я схожу и вам покажу, железнодорожная станция. Вот здесь вот, видимо, на пути выход. Вот, о чем свидетельствует вот эта вот надпись, вывеска. Здесь опять-таки детская площадка. Что меня радует всегда, так это то, что в Турции практически возле каждого общественного места есть детская площадка. Будь то вокзал, будь то автостанция, будь то больница, будь то торговый центр. Всегда найдется поблизости детская площадка. Я так рада, что мы выбрались сюда. Это такой осенний классический отдых. Вы знаете, здесь такая растительность. Вот, например, если посмотреть, да, вот эта травка, это, оказывается, лавандин называется. Пахнет хвоей, пахнет причем обалденно просто. Не знаю, слышно ли меня, микрофон я, как всегда, забыла. Здесь есть источник вот такой вот. Очень атмосферненький такой. Вообще, в целом, местечко просто создано для короткого осеннего отдыха. А вот и станция железнодорожная. Но почему-то сейчас она закрыта. Сейчас я вам покажу окрестности. То есть сюда можно спокойно доехать на поезде. Мы изначально так и хотели сделать, но, к сожалению, немножко припоздали с ПЦР-тестами, поэтому пришлось поехать на такси. Если у нас получится, мы, конечно, попробуем уехать отсюда на поезде. Буду разведывать обстановку, как здесь дело обстоит с ПЦР-тестом, когда уезжаешь. Вот это железнодорожные пути. Мы живем в отеле вон там, чуть повыше, Сарайхан называется. Смотрите. Горы, горы, горы. Красота. Вот она станция. Сегодня понедельник, и она почему-то закрыта. А теперь, собственно, про поезд. Мы еще, конечно, те авантюристы. На самом деле мы собирались обратно тоже на такси поехать. Дело в том, что мы забыли паспорт мамин. Была не была, решили купить билеты на сайте железных дорог Турции.
На детей билеты не покупали, потому что там доступны билеты только для детей 7 лет. Стоимость билета составила 43 лиры за 3 человек, 15 лир на взрослого человека и 13 со скидкой для пенсионера. Билеты взяли по паспортным данным, потому что когда мы вводили номера кимликов на сайте железных дорог, они почему-то не проходили. Видимо, потому что наши кимлики начинаются на 99, то есть кимлики для иностранцев, ябанджи. Естественно, мы не делали ПЦР, потому что мы не знали, где в этой маленькой деревеньке делать ПЦР. Ну и мы решили на ура пойти, к поезду. Мы решили, не пустят, так не пустят. Невелика потеря, 43 лиры. В общем, пришли мы к поезду, поезд немножко опоздал на минут 15. Мы зашли в поезд, сели, и, честно говоря, у нас не проверили ни ПЦР, ни паспорта даже. Он просто посмотрел наши билеты, проводник чекнул, и мы сели на свои места. Поезд идет около часа 20 минут, где-то примерно, в общем, рассчитывайте на 1,5 часа. На поезде мы доехали до Енидже. Почему? Объясню. Потому что поезд, который идет с Чифтехана, он не едет до Мерсина. Есть пересадочная станция Енидже. Изначально мы планировали, что мы доедем до Енидже и там пересядем на такси. Ага, раз, два, три и нетушки. Приехали мы в Енидже, а там нет такси нигде. Мы бегали, искали, и там доступна только опция, чтобы пересесть на электричку мерсинскую, либо на маршрутке уехать. Когда мы приехали, там уже стояла мерсинская электричка, и мы немножко не поняли, там проводник очень быстро всех поторапливал, говорит, Мерсин, нам надо было сразу просто перейти на другой путь и сесть на эту электричку. Но мы же ребята упертые, мы хотим следовать ранее установленному плану. Соответственно, нам пришлось полчаса ждать. На маршрутке мы подумали, что нам будет неудобно. И правильно сделали. Мы дождались электричку, они ходят каждые полчаса-час. Мы ждали всего лишь полчаса от силы. Может быть, минут 35. Мы сели на электричку. Купили, кстати, в Енидже мы купили билеты на электричку. Документы даже не просили у нас. Представляете, просто 3 билета продали и все. Мы сели на электричку. Опять-таки здесь никто у нас не просил ни ПЦР, ни ХС-код. Мы просто сели и доехали до железнодорожного вокзала Мерсина. Спокойненько вышли, сели на такси и уехали домой. Что самое интересное, электричка Енидже-Мерсин стоила 30 лир на 3 человек. То есть в совокупности мы затратили 73 лиры за поездки на поезде и на электричке с Чифтехана до Мерсина. А такси в Мерсине до нашего дома обошлось на 85 лир. Вот и считайте, дешевле доехать с Чифтехана до Мерсина, чем в Мерсине, в самом внутри города, до дома, потому что Мерсин достаточно такой протяженный город. Ну и такси, естественно, дорогое. Ну что, я надеюсь, вам наше видео понравилось, вы досмотрели его. Если вы досмотрели вот до этого момента, значит, оно вам точно понравилось. Так вот, хочу маленькие нюансы осветить, которые в видео не поместились. До Чифтехана можно доехать поездом, автобусом, такси и маршруткой. Точнее, до Чифтехана автобусом именно не доедешь, потому что он останавливается в соседнем большом поселке, можно так сказать, или маленьком городке. Но есть 3 пути. Это поезд, собственно, из самого Чифтехана отходит. Отходит он раз в день в 11:01. Стоимость билетов на поезд я уже озвучивала ранее. Электрички ходят каждые полчаса-час. Можно уехать на маршрутке, доехать до Чифтехана и уехать с Чифтехана на маршрутке. Есть 2 перевозчика. Первый – это Кышлахан. У него есть офисы в Мерсине, в Адане, в Чифтехане в самом и, в Улу-Кышла. Так вот, когда мы до него пытались дозвониться, там никто не брал трубку. В отзывах тоже многие жалуются, что они не берут трубку. Скорее всего, если вы хотите прямо на маршруткой доехать, то надо ехать к ним в офис. Есть второй перевозчик, называется Улухан. Туда мы дозвонились, и они сказали, что есть единственная возможность уехать с Чифтехана только в 8 утра. Нам это не совсем подходило, потому что это раннее утро, дети только недавно дети у меня встают 7:30 где-то. Это очень рано, да и зачем себя насиловать, как говорится. И поэтому мы решили, как вы уже знаете из видео, авантюрничать и поехать на поезде.
о чем совершенно не пожалели. Это было здорово, это было очень комфортно. Широкие сиденья, приспособленные, быстро доехали почти так же, как на такси. И это было здорово, правда. Ну, точнее, мы доехали до Енидже где-то за 1:25. И оттуда уже, подождав электричку, хотя могли и не ждать, оттуда уже подождав электричку, электричка идет 45 минут ровно с Енидже до Мерсина. Конечно, чуть-чуть длиннее, чем такси. На такси мы доехали за 1:40 примерно, или 1:30, где-то вот так. Но зато комфортно, потому что каждый из нас сидел на своем сидении, и это было несравнимо. Плюс, очень большой плюс, это виды из окна на поезде, когда едешь. На машине, конечно, тоже эти виды есть, но почему-то на поезде они более захватывающие, как-то выглядят горы. Здорово, потому что поезд идет через скалы по туннелям, и когда он выныривает из туннеля, такая обалденная панорама расстилается. Но сотка, к сожалению, не передает, скрадывает вот эту всю остроту момента. Хотя я все-таки надеюсь, что вам понравилось видео, что вы поняли красоту этого места. Честно, Позанте — это вот большая любовь. Там такие красивые горы, это просто супер, настолько наполняешься вдохновением. Я надеюсь, вам видео понравилось. Поэтому вы поставите лайки, подпишитесь, если еще не подписались, и продолжите нас смотреть. Люблю, целую, пока-пока!